Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. А в данном ролике покажу вам проходки 28 и 30 этапов рейда материалов артефактов двумя стратегиями. Посмотрим, какими героями это закрывать, какие тайминги и важные нюансы после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Donatov.net. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у Donatov.net можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. Земляне, перед вами пачка, которой я закрывал данное сие. Очень жутко рандомная за счет того, что Сашку надо с определенными нюансами использовать, о которых я вам расскажу. Ну и плюсом будет супер комфортная пачка, которой с нами поделился Касрей. Дружище, тебе огромный респект, спасибо большое гильдии Funk Legend. Всем здорово, блин, нафиг. Ребятки, вам покажем еще вот такой вот сетап. Думаю, начнем сразу же с такого, так как здесь нету Леди Александры. Многие ее не забрали. Я, к сожалению, не могу этот сетап показать, потому что у меня просто тупо ситры нету. Да, у меня есть 5-я Леди Александра, но нету просто тупо ситры. Поэтому давайте сначала покажу шмот, который использовал Касрей, и запущу вам его проходку. Ну а потом покажу вам 28 и 30 этап, соответственно, моими сетапами. Смотрим, здесь у нас Йовар в катаклизме. Как вы видите, здесь нету фракционки, потому что она странникам не нужна, так как здесь у нас напольные мобы. Вот такие вот характеристики. ХПшечку тоже важно чуть-чуть соблюдать, как я смотрю. То есть у нас здесь вот ОЗшка и тут вот ОЗшка, чтобы хотя бы 29 с копейками у него было. Ну и то, я думаю, не критично, так как он вроде бы здесь урона и не получает. Сайлас у нас здесь одет в песнь ада, довольно-таки бюджетную, 18700 на 355. Крит урона это у нас, ну, на самом деле очень даже и не сильный Сайлас, третья пробуда. Здесь обязательно его браслет именной. Ну и плюсом здесь все остальное, как вы видите, вот с такими вот допами. Дальше смотрим, поехали. Это у нас Леди Мина. Ну, честно сказать, я бы рекомендовал бы вам не злосчастный череп Леди Мини, а какой-нибудь Эхо Заклинателя. Это у нас легендарная книжечка, которая дает ей заливку, чтобы у вас не было проблем с тем, что Леди Мина ультует, ну, когда нужно. Хотя вроде бы и тут не было. Но это так, мое личное наблюдение, потому что у меня за злосчастным черепом вообще не заливалось от слова совсем. Как я тут понимаю, здесь у нас две шмотки на УЗ, так как 37 тысяч здоровья у нее. Ну, плюсом атака ей не особо важна, потому что у нее нищая база. Хорошо, дальше. Талин здесь на 3-й пробуде, одета в катаклизм. Плюсом, если у вас еще будет ее личная пушка, которая дает 3 выстрела с ульты, это вообще, наверное, будет торпеда полная. Артефакт Рука Рока я, наверное, не рекомендую одевать, потому что на 3 цели точно не убивает. Здесь лучше всего подойдет Извлекатель Душ. Коготь Скверный не одевайте, потому что он наносит физический урон, а Талин бьет магическим. И вы сами себе захерите проходку. Поэтому Извлекатель Душ будет, ну, куда лучше, чем Рука Рока. Хотя она, в принципе, на 25% повышает, а Извлекатель на 30%. В принципе, особо, на самом деле, наверное, пофиг. Ну и вот такие вот характеристики. ОЗшку берем. Также берем фракционку на Стражей, потому что получаем плюс 8% к урону. Это нам очень приятно. Дальше. Ситра. Ситра одета в песнь ада. Вот здесь вот, кстати, нюансы и вопросы. Потому что если босс подходит к Ситре и мы не ультуем, мы проседаем по урону. Смотрите, два нюанса. Можете одеть как Касрей песнь ада, но я тут не согласен. Адский рев, либо же какая-то магия души, которую она успеет настакать, будет куда сильнее, чем песнь ада. Ну и плюсом Коготь Скверный здесь, я согласен, подходит, потому что она принципе, бьет физическим уроном и сама себе не будет херить как бы уязвимость боссу. Но также рекомендую еще рассмотреть также
извлекатель душ, либо же можно вот как раз таки ей руку Рока надеть, потому что она точно убьет 3 цели, так как с той расстановкой она там и больше убивает. Хорошо, дальше. Настя у нас здесь в катаклизме. Я рекомендую в песнь ада все-таки профитнее будет, если у вас будет именно ее фракционное еще колечко. И вот такие вот характеристики. То есть здесь мы ей особо здоровье не выбираем. Почему? Потому что она два раза выставляется, отульчивается и убирается. То есть она тычки от босса не получает. Важно дать ей восстановление ярости, так как Настя чем чаще ультует, тем сильнее. Тем более здесь Настя на 3-й пробуде. Это очень и очень важно. Дальше, Нерису очень важно одеть в ХП, чтобы она жила хотя бы там 43 с копейками, по крайней мере, по моей проходке. Дальше, как вы видите, здесь у нас допы на ОЗ, ну и какие-нибудь допы на атаку. Здесь она очень бюджетно одета, на самом деле, всего лишь 13 285, еще и 2-я пробуда. Артефакт Бальзам Тия, чтобы лучше подхиливала. Валара. Валара здесь также бюджетная на 3-й пробуде. Здесь у нас катаклизм без фракционных особенностей, хотя оно ей в принципе и не нужно, так как она под таинством, у нее ульта дешевле. Характеристики вот такие, как вы видите на экране. 32 289 здоровья ей достаточно. Ну, я думаю, что 3-я пробуда все-таки важна, так как она может заабсорбить лишнюю тычку. Поэтому вот, пожалуйста, характеристики на ваших экранах. Дальше, Дяучанька у нас здесь 17600 на 31 тысячу. Очень хорошая Дяучань. 17600 это прям бархат. Вообще вкусно. Такие вот характеристики, пожалуйста. Дальше, 3-я пробуда на Дяучань, не сказал. Эйрлис вообще беспробудная. 48 тысяч здоровья. Здесь по-любому что-то на УЗ, как вы видите, 2 шмотки. 508 скорости атаки. И воевода здесь в допах. То есть даже эффект исцеления 115. Бальзам Ти артефакт. Ну, довольно-таки неплохая, в принципе, Эйрлис, хотя по прокам я бы не сказал, откуда вообще такие статы вырисовались. Но, в общем, вы видите на ваших экранах. Теперь давайте уже непосредственно к проходке. Итак, смотрим. Леди Мину выставляем, вправо поворачиваем, дальше выставляем Валару, не сразу же прожимаем. Здесь, в принципе, я вам потом поставлю без своих комментариев, вы это посмотрите. Из важных особенностей, какие здесь есть, которые я, по крайней мере, заметил. Смотрите, здесь, когда выставляется Настя, когда вот монстр-босс подходит, короче, к Талинке, здесь лучше всего, скорее, чтобы, ну, моб умер до того, как Настя разрядит свою ульту. Потому что если Настя разрядит свою ульту конкретно в этого моба, у вас будут проблемы с просаживанием босса до 60%, потому что вы сейчас увидите... Настя с Талинкой начинают просаживать босса, щит очень быстро тает. Тут, видите, Ситра сама себе помогла, сама себя, так сказать, освободила. Это вообще очень круто, очень классно. И смотрите, ну, очень впритык. Вот, очень впритык. Босс сейчас пойдет, Настя как раз таки залилась. И вот уже они его просадили, можно так сказать. Но если бы Настя ультанула в моба, то этой просадки бы не было. Плюсом, смотрите, какой вариант еще есть. Вы могли Ситру вначале повернуть влево. Она бы здесь от босса 3 своими скелетами просадила бы до 40%. А потом еще, когда сюда дошел босс до нее, до 20%. Ну, это на самом деле должна быть жесткая Ситра, но такое возможно. Потом босс спускается вниз, получает здесь щит, отхиливается, и, ну, 30% у него остается, он сюда вот доходит, и вы его спокойно с Валарой, Настей и Талинкой убиваете. Поэтому вроде бы нюансы все рассказал. Смотрите проходку. Косречек, огромный тебе респектосик от всего War Community. Я надеюсь, напишите в комментариях: Косрей красавчик, просто топчик. Давайте смотреть.
it, smoke it, holy. And don't let anyone control it. Break it, roll it, smoke it, holy. And don't let anyone control it. Break it, roll it, smoke it, holy. And don't let anyone control it. Break it, 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 break it. Fucking haters. Fucking haters. Fucking haters. Fucking haters. Итак, супер крутую проходку на все времена мы посмотрели. Теперь же давайте разоберем то, чем проходится, если у вас нету ситры. Давайте, вот, пожалуйста, Леди Александра. Начинаем все так же с Йовара. Вот, у меня здесь Йовар 4-я пробуда. Вот такие вот шмотки. Пожалуйста, характеристики на ваших экранах, вы это все увидели. Дальше давайте смотреть. Сайлас, вот у меня вот такое вот. Песни Ада, здесь 5-я пробуда. Ну, как будто бы вообще достаточно жестко заряженный. Дальше 5-й Хекс. Также характеристики вот такие вот. Здесь у него фракционное кольцо. Можно было еще одеть его личную шмотку, но я ее что-то здесь не одел. Ну, да ладно, вы одевайте, не будьте как я. Дальше, Леди Мина у меня здесь также одета. У нее 2 шмотки на ОЗ. Такого вот формата. 1-я пробуда, 36 тысяч здоровья. Артефакт у нее, как я и говорил, эхо заклинателя. Дальше, Дяучань у меня здесь 17400 на 35 тысяч. Она должна жить, потому что она у меня стоит, я ее не убираю. Претус, ну, Претус на самом деле там выставляется постольку-поскольку, но характеристики вот такие. Вот здесь у нас просто все тупо фулл в атаку, потому что я его один раз ставлю, он урона от босса особо не получает, ему и не надо. Валара у меня тут на 5-й пробуде, вот такие вот характеристики на ваших экранах вы видите. Здесь у меня она под Претусом, поэтому обязательно ее фракционное кольцо именно Ордена Таинства. Все здесь разобрали, чтобы она чаще заливалась и была готова, когда нам это нужно.
Леди Александра вот такого вот формата. Пришлось чуть-чуть снизить ей атаку, хотя я до этого пробовал 22 600 ей давал. Но хпшки меньше. Давайте больше, потому что ее очень важно там выставлять. И она будет получать один огромный удар. Она должна после этого удара жить. Характеристики вы видите. Вот, пожалуйста, здесь вот такие вот допы. Достаточно неплохо одета леди Александра. Сразу скажу, что 5-я пробуда не обязательно. И с 1-й, и с 3-й закрывают. Вам важно очень хорошо рандомить ее метки. Это прям очень важно. Эловин. Она здесь без лидерки стоит. 44 тысячи здоровья. 17 700 атаки, как вы видите. Скорость атаки, эффект исцеления. Шмотки вот такого вот формата. С неплохими проками. Если нету таких проков, то давайте еще одну на ОЗ в мейне. Ну и Нериса. Нериса вот в таком плане. Атаку ей здесь важно давать, чтобы она делилась своей атакой с Сайлосом, так как в проходке вы увидите, что происходит. Здесь мы имеем вот такие вот характеристики. Здесь у нас везде должно быть ОЗ в допах, и тут ОЗ в мэне. Если такого нету, ну тут еще и Нериса на 5-й пробуде, то даете, как у Касрея, 2 бежи на здоровье. Тут вот такого вот формата, тут вот такого вот формата шмот. Ну и теперь давайте же непосредственно к прохождению. Так, земляне, это 28-й этап. Эйрлис у меня была одета в шмот, который с Эловин. Но сразу скажу, что с Эловин комфортнее. Эловин на 2 копейки дешевле. Вы Сайлоса раньше выставляете, и вам не нужно там танцевать с бубном. Смотрите, какой здесь нюанс. И этот нюанс можно использовать также с проходкой на той, которая у Касрея. Тут, если у нас не хватает Сайлоса урона, к примеру, у вас, то вы можете, вот как я, развернуть Валару вниз, чтобы она Сайлосу не мешала. Как вы видите, он просаживает прям впритык босса до 80%. Я Валару поворачиваю вниз, не надо ей сюда перелетать. Вы просто поворачиваете вниз, она босса не трогает. Босс здесь у нас останавливается, все, мы его просадили, Сайлоса убрали, Хекса с Дяочанькой поставили, ну и Сашку там выставляем. В общем, 28 этап. Смотрите, проходите. Характеристики урона будут в конце. Мы встречаемся уже на 30-м. Так, стоп, сейчас будет.
Так, вот он, 30-й этап с Сашкой. Смотрите, тут нюансы какие. Как вы видите и видели до этого, здесь у нас в начале 2 моба вот этих несчастных, которых нужно убивать. Поэтому Валарой мы ультуем тут не сразу. Мобы только заходят в ее рейндж вот напротив вот этой плитки, где она стоит. Мы тогда ее включаем, прожимаем молнию, прожимаем ледимину. Здесь у нас все круто, все классно. Ледимина прожалась, мы все успели. Ледимина получила залив ярости от легендарного ее артефакта. Здесь также на этих мобов прожимаем молнию, чтобы Валара их убила, потому что здесь Валара будет периодически умирать. Это может быть такое, я очень долго траил. И здесь очень важно, Сайлас только получает ульт. Вы должны его выставить, только у вас накопились 12 монет, чтобы вот он ультанул в момент, когда босс только выходит. Потому что лишние 2 тычки как раз таки ему и не хватает. После этого мы выставляем Нерису, бафаем Сайласа. Сайлас у нас получает вдохновение и начинает просаживать босса. Бывает такое, что можно Валару вниз не опускать, Сайлас успевает это сделать до того, как Валара даст ему в лицо задув. Но если у вас Сайлас не 5-й, то вы точно не будете успевать это делать, поэтому вам здесь важно будет Валару повернуть мордой вниз. Хотя я это тут и делаю. Вот смотрите, буквально вот парочка тычек, все, хоп, просадили, только Сайлас просаживает, убираем сразу же Нерису, убираем сразу же Сайласа, и смотрите нюанс. Вам нужно выставить Сашку так, чтобы в момент того, когда она будет дамажить вот этого моба, вышел отсюда один моб и отсюда, и она накинула на них очень быстро метки. Потому что она должна на этих мобов накинуть метки дважды. Если этого не делать, мобы будут проходить, вы не пройдете. Я не знаю, сколько времени мне понадобилось, чтобы этот тайминг выловить, но вот плюс-минус, когда босс поднимает свою кувалду, нужно уже выставлять Сашку, если она у вас будет такой же скорости атаки, как у меня, и молиться на то, что она будет прокать именно тогда, когда нам нужно. Вот вы видите, я ее выставил, сразу же по откату выставляем Дяо, ждем буквально 3-4 атаки Хекса, переключаем Дяо обратно в стойку вдохновения, и Хекса включаем ультимативную способность заранее. То есть, чтобы в момент того, когда босс вышел с неуяза, он натянул на него карточку до щита. Ну, бывает такое происходит. Вот смотрите, ситуация. У нас как раз таки было 3 молнии. Это двойное действие бонуса к урону. Сейчас Сашка прокнет свои метки. Мы ею не ультуем. То есть, она сначала тратит свои метки. После того, как метки заканчиваются, мы с Сашкой ультуем. В помощь ей выставляем Йовара. Йоваром прожимаете ультимативную способность и убираете его сразу же после того, как ульта у него закончилась. Все, вот мы здесь Валарку также обратно поворачиваем вправо. Ледимина. Все, Йоваром мы проультились. Как вы видите, сейчас у Сашки прокнули метки. Я Йовара убираю. Все, если метки прокнули, это хорошо. И здесь Хекс должен босса опустить до 60. Прям must have должен. Вот видите, моб на соплях. Бывает такое, что она не прокает на него метку, а прокает метку на одного вот этого моба, и этот моб проходит дальше. Вот тут и затык. Ну, а все остальное уже, в принципе, вы увидите сами в проходке. Поэтому встречаемся уже в конце.
First blood. Terrorist win. Характеристики урона на ваших экранах, потому что я в проходке не показал, так как я прошел, я был счастлив, что я отмучился. Вот такие вот показатели урона. Сайлас тут чуть-чуть, Леди Мина очень даже неплохо, Хекс красавчик вообще, Валара просто лучшая. Земляне, вот такие вот две проходки, одна более лайтовая, одна более геморройная, поэтому выбирайте уже сами, какую использовать по вашему пулу, потому что по заменам пока что, честно сказать, непонятно. Сайлоса, в принципе, можно поменять на Талин в моей расстановке, но там уже надо будет молиться на то, чтобы Талинка его просадила, ну, босса в начале не хуже Сайлоса. А так, в принципе, пока что замен как будто бы не предвидится. Будем ждать, что разработчики добавят нам каких-то новых героев. Но тут самый большой вопрос к сложности равно наградам за этот этап, потому что данный под этих наград не стоит. Там нечего ловить. То есть я закрыл эти 30-е этапы просто чтобы для галочки, ну и вам показать. Пока достижения не дадут, в принципе, от этого толку никакого, потому что я не фармлю артефакты. И вам не рекомендую. С них ничего не падает. Проще с разлома собрать себе все именные артефакты, которые можно. Это проверено, потому что я собрал все свои именные артефакты, тупо фармя кошмарный разлом. А с артефактов, с материалов падает одна шляпа легендарная, потому что 70% шанс, но это же скам. Пишите свое мнение в комментариях, как вам проходка, как вам вообще сложность данных рейдов, материалов, артефактов и какие вообще награды должны быть, ну и плюс какое достижение должно быть с наградой. Я вот думаю, что сюда не грех и универсальную пробуду, наверное, засунуть, хотя это я, наверное, от голодовки говорю, потому что мне уже год не падала с клан-босса универсальная пробуда. Хочется кого-то просто дико задушить и разорвать. Но я буду благодарен, если вы поставите лайк данному видео, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, и поделитесь данным видео с друзьями и сокланами. Пусть тоже пробуют, пусть тоже закрывают, ну хотя бы какой-то интерес в игре должен появиться хотя бы на вот это вот время, пока не закроете данные этажи. Напоминаю, в описании есть телеграм-канал, где ты найдешь все свежие новости по игре, актуальные промокоды, если они выходят, ну и плюсом ответы разработчиков на какие-то нюансы или же механики, которые я задаю по запросу от подписчиков. Также есть чатик, где ты можешь получить помощь непосредственно по игре от игроков. С вами был Планета, не забывайте играть в Watcher of Realms красиво.
Увидимся, когда увидимся. Пока-пока.